Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Голос Анха. В сегодняшнем видео я расскажу про ближайшее лунное затмение, которое произойдет уже 18 сентября. 18 сентября 2024 года жители планеты получат последний шанс в этом году увидеть изумительное астрономическое событие – лунное затмение. Этот момент также совпадает с полнолунием, когда Луна будет находиться в самой близкой к Земле точке своей орбиты, приобретая при этом необычный оранжевый оттенок, иногда даже кажущийся алым. С давних времен люди с нетерпением ждали таких моментов, вокруг которых сложилось множество легенд и суеверий. Этот период считается особенным из-за возможного всплеска космической энергии, которая может оказать как положительное, так и негативное влияние на человека. Для наблюдателя важно помнить, что 18 сентября произойдет лишь частичное затмение Луны тенью Земли, что приведет к тому, что половина ее диска станет невидимой из-за затемнения. Его можно будет увидеть практически из любой точки мира – Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также большей части азиатского континента. Полнолуние 18 сентября откроет коридор затмений в знаке Рыб и завершится солнечным затмением в знаке Девы 2 октября. Каждое затмение оказывает свое особое воздействие, особенно в сентябре, когда людей ждут испытания, усиливающиеся в высокосные годы. В этот раз особенно пострадают представители знака Рыб. Для них наступающий период обещает быть особенно сложным. Наши предки отмечали влияние суперлуния на различные аспекты жизни. Когда люди были ближе к природе и сами к себе, они могли почувствовать поток энергии и использовать его в своих целях. Они замечали, что в дни затмения усиливались конфликты и чаще происходили несчастные случаи. В старину люди не проводили время, наблюдая за затмениями. Они знали, что это не время для важных дел, не строили планы и старались оставаться дома, обращаясь к молитве. Неустойчивость эмоций, стремительные поступки, порождающие сложности в самых разнообразных сферах бытия, от экономической стабильности до взаимоотношений с близкими, а также непрекращающееся чувство неуверенности. Все это часто связывается с явлением суперлуния у представителей зодиакальных знаков. Даже кратковременная тень на небесных светилах способна вызвать резкие колебания энергетического поля, сбивая с толку и подрывая чувство уверенности, которое казалось столь прочным. Лунное затмение станет испытанием для людей на их стойкость. Они столкнутся с уникальным шансом освоить искусство справляться с жизненными ударами и не позволять им сломать свою волю. Затмение открывает двери для глубокого общения с самим собой, позволяет пустить в прошлое все лишнее и разобраться в накопившихся проблемах. Это идеальный момент, чтобы отделиться от вещей, которые бесполезно занимают место на полках, освободиться от лишних вещей, включая духовный мусор. Можно взглянуть на привычные объекты с новой стороны, осознать свои недостатки и направить все усилия на достижение внутреннего равновесия. Существует мнение, что в период затмения магические практики обладают особенной силой. Это время, когда можно привлечь удачу, расширить финансовые источники, улучшить здоровье и восстановить отношения. Размышление о прошлом благоприятно скажется на жизни человека, представляя возможность исправить ошибки. Поиск внутреннего равновесия будет способствовать полному погружению в самого себя. Избегайте уныния и отрицательных мыслей, настраивайтесь только на позитивное. Важно в это время провести время в медитации, избавившись от печальных мыслей и стресса, чтобы восстановить внутреннее равновесие и избавиться от лишнего. Лунное затмение – это период, когда нужно быть осторожным в общении с другими людьми. В это время легко втянуться в конфликты или стать участником чужих проблем. В любом споре важно учитывать свои интересы, сохраняя уважение к позиции оппонента. Важно вести диалог с окружающими дипломатично, не играть роль жертвы, а искать варианты решения, которые устроят обе стороны, не фокусироваться на проблемах, а с оптимизмом смотреть вперед. Во время лунного затмения возможно погрузиться в свое внутреннее «я» и оценить свои собственные возможности и силы более глубоко.
Необдуманные поступки могут причинить вред не только самому человеку, но и его окружению. Принятие важных решений во время лунного затмения не рекомендуется. Предугадать их последствия практически невозможно. Следует избегать вспышек эмоций и искать компромиссы с окружающими. Перед принятием каких-либо решений стоит тщательно их взвесить. В ходе личных отношений разногласия, возникшие в период лунного затмения, могут привести к конфликтам, подрывая взаимное доверие. В долгосрочной перспективе это может привести к расставанию. Лучше воздержаться от помолвки и заключения брака во время данного суперлуния. Рекомендуется отложить решение финансовых вопросов. Существует высокий риск оттолкнуть финансовую удачу. Не стоит оформлять какие-либо документы, совершать сделки с недвижимостью или переезжать во время лунного затмения. Необходимо быть осторожным в бизнесе и на работе. Не следует регистрировать компанию или менять место работы, если это предложение не поступило давно. Обсуждение важных вопросов и начало новых разбирательств следует отложить. А на сегодня это все и помните. Лунное затмение поможет представителям всех знаков зодиака завершить текущие дела и разрешить имеющиеся проблемы. Начинать что-то новое лучше в другую фазу Луны. До скорых встреч!